Более 45 лет назад на экраны Советского Союза вышел абсолютно нетипичный для того времени мультфильм. Смелая история 4 музыкантов а-ля Битлз, которые во главе со своим руководителем Трубадуром колесили по всему королевству, была глотком свободы не столько для детей, сколько для взрослых всего СССР. Хотя даже не а-ля Битлз, а а-ля Гориллаз. Одна из первых виртуальных групп как-никак. Бременские музыканты. Мультфильм завоевал народную любовь во многом благодаря своему модному саундтреку. В начале 70-х это было так же круто, как пару лет назад какой-нибудь металкор. Черт, я бы все отдал за металкор-версию бременских. Оригинальное произведение братьев Гримм, пусть и не имеющее почти ничего общего с советским мультфильмом, тоже было весьма специфичным. Старые и брошенные хозяевами животные встречаются по дороге в городок Бремен, где собираются стать музыкантами, не играя при этом ни на каких инструментах и не обладая вокальными данными. В принципе, у нас на эстраде это мало кому мешает. По дороге в Бремен четверка натыкается на разбойничью хижину и решает остановиться там на ночлег, предварительно распугав бандитов своей адской песней. Ну, как песней? Они просто запрыгнули друг на друга и начали орать. Это ж реально стрёмное зрелище. Ничего удивительного, что разбойники в страхе ускакали прочь. Там один из разбойников потом еще спустя время возвращался, чтобы проверить, что же все-таки за дичь была. Так его эти зверюшки отмудохали как следует. В общем, в оригинале сказки музыканты так и не добираются до Бремена, забив на планы и оставшись сочевать в уютном лесном домике. И никаких вам принцесс с трубадурами. В советское время мультверсия бременских тоже воспринималась слегка дико. Трубадур, как будто из ливерпульской четвертки, принцесса в мини-юбке, песенки про покойников, анимированные версии бессмертного трио Вицина, Моргунова и Никулина. Мультик был хулиганским, но однозначно стал классикой советской анимации. Пестрящие каламбурами песни ушли в народ, а герои стали по-настоящему узнаваемыми и любимыми не одним поколением детей и взрослых. Собственно, то же самое произошло и со второй частью приключений. А вот с третьей, ну, скажем так, это уже был не союз мультфильм. Но обо всем по порядку. Сюжет первых 2 частей прост и банален. Трубадур с ансамблем своих друзей-животных, путешествуя по свету, попадают в Бремен, где на главной дворцовой площади они показывают музыкальные и цирковые номера на потеху толпе и королю с принцессой. Видимо, заценив трек «Пора по бабам», принцесса втюривается в Трубадура, у них это взаимно, у короля бомбит, и он вышвыривает хипарей из замка. Те печально рассекают по округе, пока случайно не натыкаются на хижину разбойников. Атаманша с голосом мужика и анимированных версий труса, балбеса и бывалого, у которых на груди из подмышек торчат странные зеленые пучки. У Никулина тут даже волосы зеленые, ну чем не Джокер, а? Но горе-бандиты оказываются совсем не готовы к реальному делу. Вторжение бременских мутантов заставляет их спасаться бегством. Наши инди-рокеры занимают место бандюганов, напав на короля и исполнив довольно угрожающую песню, особенно по меркам советской цензуры. Любим бить людей, любим бить людей. Они похищают его, привязывают к дереву, а потом устраивают классическую подставу. Трубадур выходит с песенкой, мол, ради принцессы он готов на подвиги, потом якобы вдруг натыкается на короля и демонстрирует то, что этот король больше всего ценит. Яйца. Ну, в смысле, делает вид, что выносит всех злодеев и спасает царя-батюшку. Король в благодарность сводит дочку с Трубадуром, они устраивают тусу по этому поводу в дворце, куда запрещен вход с животными, те грустят до утра, в итоге сваливают на своем чемодане прочь из города, но не тут-то было. Трубадур с принцессой под шумок валят из замка и под ламповую песню о свободе въезжают в 3 разноцветные арки. Не знаю, намек ли это на сюжетные арки, на то, что нас ждет трилогия, или это просто трип хипарей-свободолюбивцев, однако во второй части, вышедшей спустя 4 года, они все еще живы и здоровы, хоть и откровенно бичуют. Продолжение строится вокруг нового персонажа, сыщика и его гениальности, хотя это, судя по всему, гениальность относительно куска целлулоида, или среднего жителя Бремена. Но так или иначе, по приказу короля у зубастого сыщика получается выкрасть принцессу у бомжа-музыкантов, попутно подкинув травы в трубку ослу и устроив пару терактов. Далее происходит сценка с попыткой наладить контакт яйцелюба с дочерью, романтическая серенада Трубадура, которого на этот раз, кстати, как атаманшу и даже сыщика озвучивает Магомаев, и ночной хит от разбойников, которые тут вообще не имеют сюжетной роли. Лишь суицид пропагандирует. Ну а потом в жизнь притворяется очередной гениальный план от банды. На этот раз звери прикинутся иностранными музыкантами с провокационными песнями, пока Трубадур стырит принцессу. Ну и все идет как по маслу. Концерт доводит людей до экстаза, все проходит на ура, пока осел не оголяет задницу и всем приходится резко линять. От сыщика героев в итоге спасают титры.
Столько времени прошло, этот прикол с четвертой стеной все еще смотрится свежо. На этом вторая часть и заканчивается. Эта история в 2 эпизодах, как и само королевство яйцелюбов, в принципе настолько абсурдно и необычно, что наводит на мысли конспирологии. Может быть, все не так уж и просто? Нет, тут все действительно просто. За исключением, пожалуй, лишь того, что околосредневековый город сосуществует с рок-н-ролльным миром 70-х, а король одержим яйцами. Интересно, как петух относится к тому, что король жрет его неродившихся собратьев? Если у вас есть гениальные теории, го в комменты. А вот в третьей части все совсем непросто. Новые бременские. Это безумие было затеяно еще в 96-м, но реализацию получило только в 2000-м. С одной стороны, это блеклая копия первых 2 частей, а с другой — абсолютно поехавшая квинтэссенция отсылок ко всему происходящему со страной в 90-х. Удивительно, но к созданию новых бременских причастны те же люди, что и к оригинальной идеологии — Энтин, Гладков и Ливанов. Да-да, тот самый каноничный Шерлок и голос крокодила Гены. Но к озвучке подключен уже абсолютно другой состав. Вместо Магомаева, который тянул и Трубадура, и Сыщика, и даже Атаманшу, теперь Трубадуром является Киркоров, Атаманша стала намного женственней и запела голосом Надежды Бабкиной, Боярский скулит за короля, Сергей Пенкин за петуха... Впрочем, все на своем месте. Забавный факт. У Боярского одна из первых крупных ролей на сцене театра — это роль Трубадура в мюзикл-версии бременских 1974 года. Так что его действительно можно считать более-менее каноничным голосом. Первое, что сразу бросается в глаза, это новый стиль прорисовки. Если в «Союзмультфильме» экономили с помощью минималистичной стилизации, то в новых бременских мы видим попытки детализации графики. Оригинальная диалогия фонами и цветами схожа, скажем, с «Самураем Джеком». Стильно, круто и дешево. А новые бременские со своим явно не диснеевским бюджетом почем зря пытаются допрыгнуть до планки западных полнометражек. Но тусклые цвета и угрюмые фоны в конечном итоге все же создают подходящую атмосферу. Главное не забывать, что практически все, что происходит в данном мульте, это одна большая аллюзия на Россию 90-х. Блин, да даже само название — отсылка к новым русским. Сходу мы встречаем одну из главных проблем этого мульта — излишнее паразитирование на предыдущих частях. А раз уж это по сути мюзикл, то оно кроется тут в перепевах тру-хитов прошлого. Такая-сякая, такие-сяки. В общем, под нытье обнищавшего короля о том, что его все бросили, что он даже своего внука в глаза не видел, из яичных кустов выскакивает сыщик и делает шокирующие снимки, которые отправляются прямиком в лапы разбойников. В банк Бяки-Буки. Очередная сатира на 90-е. Пирамида с 3 заглавными буквами БББ является прямой отсылкой к пирамиде МММ, а живущие внутри бандиты при деньгах к реальной обстановке в России того времени. Такой же нищий и облезлый, как и Бремен. Сыщик чешет с фотками катаманши, та понимает, что король окончательно пал на дно, и тут начинается настоящий ад. Стану просто королевой, это я читаю. Я, конечно, понимаю, что они хотели отойти от образа трансухи с мужицким голосом, но это как-то чересчур радикально. Боже, что они сделали с Никулиным? Из песни становится понятно, что бандиты рвутся во власть. Очередная аллюзия на 90-е. Развратная бабища врывается во дворец к нашему бедному пенсионеру и начинает крутить стриптиз на шесте. Мы точно тот мультик включили? Короче, Атаманш пытается соблазнить короля и предлагает ему жениться. Но тот в ответ перепевает хитяру из второй части мультфильма и вообще намекает ей, мол, не для тебя мои яйца неслись, кобыла. Ничего я не хочу. Неудовлетворенная женщина прикрывается плащом, вызывает молнию или, видимо, в обнищавшем замке проблемы с проводкой и сваливает обратно в свою пирамиду. После недолгих раздумий она звонит по скайпу сыщику, уже какого-то хрена отвисающему на курорте. Эти ребята обогнали свое время, причем скайп у него находится прямо в шляпе, что делает его скорее инспектором-гаджетом. Получив приказ похитить внука короля, наш беспринципный мистер Голливудская улыбка мчит на всех парах. По пути он насилует русалку, крушит все подряд и заявляет о своей мотивации как персонажа. Кто больше платит, тому и служит. Ну прям как милиция в лихие года. Ладно, я знаю, вам уже на все пофиг, и вы хотите просто разглядеть тот кусок с русалкой получше. Пожалуйста. Довольны? Продолжаем. Далее мы видим уже лысеющего Трубадура... Трубадура-младшего, извиняюсь, и наших старых знакомых. Собственно, жизнь однозначно не пощадила Трубадура. Он стал потлатым седым говнарем со озвучкой Киркорова. Даже врагу не пожелаешь такой участи. Хотя на Атаманшу он, как ни странно, больше похож. А вот принцесса осталась вполне себе милой.
В смысле, милфой. Музыкальный номер демонстрирует любовь родителей к своему сынишке, которого они называют добрым, милым, умным и наивным. Но на утро вся любовь в момент испаряется, когда отпрыск случайно забрызгивает матери хлебало водой. Отец решает избавиться от личинки и отправляет его учить ноты. А сам продолжает просто сидеть и ничего не делать. Мудель безработный. Дальше нам показывают классический замес с конфликтом поколений. Ребенок в переходном возрасте бунтует и не хочет учиться, а его хотят превратить во второго трубадура, попутно делая еще один кавер на оригинальную тему бременских. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Не страшны тревоги, тревоги не страшны. В ответку тинейджер-изверг вопит о том, что он хочет петь рок-н-ролл. То есть, по сути, то же самое, что и его батя со зверинцем. Рок-н-ролл желаю петь. Как-то мимо логики, не находите? Ладно, если б сынуля какую-нибудь Нирвану хотел петь или Рыбчину читать как Лимп Бизкит, но рок-н-ролл? Старые недотёпы, вы же его именно рок-н-роллу и пытаетесь научить. Алло. В любом случае, внезапно появляется сыщик и промывает малому мозги. И без воздействия психотропных веществ тут явно не обошлось. Парнишки обещают кучу бабла, гастроли, а главное — целый гарем из 2D-тяночек. Ну как тут устоять? И для этого надо всего-то подружиться со своим дедом. И вот он уже чешет со своей фирменной песней к дедуле в гости, вытворяя на скейте всякие кикфлипы и прочие очумелые финты. Выйдя этот мультфильм сегодня, на лонгборде у парня ничего бы такого не получилось. Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся. Не пойму, к чему он распевает «не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся». Типа, если ты не согласен со взрослыми, то не сдавайся и вали нахрен из дома, или что? Не сдавайся в борьбе с тяжелыми болезнями? Я не знаю, что и думать. Обезумевший от нищебродства и яичного белка дедуля тем временем играет у себя в замке в местное подобие бейсбола с яйцами. Как тут, на тебе, внучок пожаловал. И пускай по большому счету он приперся только чтобы замок на себя переписать, дедок невероятно рад этой встрече. Вместе они устраивают прогулочку по замку с жуткими секретными комнатами, заполненными гигантскими головами клоунов, закидываются яйцами и даже устраивают бал. Мальчиш отхватывает себе чиксу по размеру, и начинаются бешеные пляски, во время которых мы видим возможного реального биологического отца парниши. Ну правда, Трубадур-младший намного больше похож на этого дирижера, чем на своего батю Киркорова. И все бы отлично, если бы только разбойники не решили напоить всех тархуном со снотворным и стырить мальчугана. Тут же нас ждет очередная сатирическая песня от бандитов и сыщика. Какое сегодня оружие вора? Конечно, искусство актера. То ли это намек в сторону все тех же МММщиков, то ли уже плевок чуть повыше, про депутатов и власть. Тусовка Трубадура только ночью отправляется на поиски сына. Наверное, потому что весь день они праздновали избавление от мелкого спиногрыза, но к вечеру очухались и решили, что пора бы вернуть его назад. Атаманша вновь опережает технологии и уже не по скайпу, а с помощью гигантской голограммы передает сообщение. Или завтра женись, или с внуком простись. Все начинают хвататься за головы. Принцесса вдруг въезжает, что, наверное, не стоило так рано линять из дворца. Трубадур понимает, что не стоило ее похищать. Животные осознают, что не стоило ломать мозг пацану своим шлягером. Но в итоге короля выставляют виноватым. Он стукает своей ложкой с кипетром в гонг и собирает на разборку всю свою армию. Аж из 4 дрыщавых охранников. С неохотой они отправляются за младшеньким, жалуясь по пути, что у них нет денег и что они вообще коррумпированы. А у разбойников огромные деньжищи. Поэтому мы медленно их ищем. Но охранников и компанию радостно приветствует народ, и картинка начинает проясняться. Видимо, единственная причина, почему атаманша с тусовкой до сих пор не захватила это королевство, это дань уважения к традиции преемственности власти и народный бунт, который может последовать за ее прерыванием. Ну а судя по вывескам бар, табак и горный дом, а также отсутствие даже намека на наличие полиции, складывается впечатление, что в Бремени вообще нет законов. Уверен, что и автоматы с боярышником у них есть, если покопаться. И народ, хоть и в полной жопе, боготворит царя. По пути шайка Мстителей встречает и других животных, которые лишены разума. Похоже, наши зверюшки и правда бременские мутанты. Добравшись до пирамиды БББ и увидев 2 сфинксоподобные статуи атаманши с ужасными сиськами, охранники в панике сваливают. Команда разношерстных старичков врывается в банк и
тут же отхватывает люлей. После чего нас ждет очередной музыкальный номер, во время которого сыщик прославляет свои боевые навыки, ломая кости и без того дряхлых зверей. Даже трубадур чуть не ловит инфаркт от такой мощи. Пояс, благодаря которому тут очкастый зубастик может летать, шляпа, как у сраного кунлао, распиливающая дерево, способность поднять затем это самое дерево руками. Сыщик слишком крут. Брюсу Уэйну в поисках мета-людей стоило бы заглянуть в Бремен. Потерпев поражение, вся банда сидит и ноет, пока принцесса не придумывает очередной гениальный план. «Силы нету, нужен ум», — говорит она, и ребят настолько мотивирует эта идея, что они приходят в настоящий восторг. Петух вызывает солнце кукареканьем, а король принимает решение жениться на атаманше, о чем ей немедленно сообщает, отправив покалеченных охранников в качестве послов. Атаманша в свадебном наряде со свитой валит во дворец, прихватив пацаненка в мешке, звери отвлекают внимание, устраивают подмену мешка, ну и финальным аккордом выступает сам король, выдающий звуки, способные завести любую женщину. Старичок уподобляется атаманше, скидывает с себя халат, отплясывает свой брачный танец и раскрывает главный козырь. Король-то больше не он, а его внучок, которого прозевали горе-разбойники. Кстати, как после этого называть персонажа короля? Нам же так и не раскрыли его реальное имя, он просто король. Похотливый морячок? Мне теперь так его звать? Неважно. Важен лишь вопрос, почему атаманша не попыталась выйти замуж за сынишку. Эта мамзель бы его охмурила в 2 счета. Осел, пес и петух сливаются во фьюжн, от чего даже сыщику становится не по себе. Шайку разбойников гонят в шею, внук спасен, хэппи-энд. Трубадур-младший забивает на корону. И, может, оно и к лучшему, он бы угробил страну окончательно. Получив в подарок электруху, он сразу же ебушит сочный риф и валит к чертям собачьим и кошачьим и ослячьим и петушачьим прямо по стопам отца. Ладно, конечно же, это не то, что он решил слабать на своей электрухе. Ладно, это тоже не то. На своей ультра-мега-крутой электрухе он решает сбацать ту сопливую тему про «не сдавайся», которую мы уже слышали. А еще он вроде как придумал альтернативу панковскому «хой». Эй-хо, 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 эй-хо. Эта компашка, по идее, и есть новые бременские музыканты, но мультфильм, как вы поняли, был вообще не про них, да и больше они нигде никогда не появлялись. Хотя была, конечно, еще компьютерная игра в жанре квест, но она скорее про похождение сыщика, причем с довольно отличающейся сюжетной линией. Может, как-нибудь и на нее подробнее взглянем. Да не надо мне это. На громком имени бременских музыкантов, созданных в 70-х, до сих пор пытаются сколотить баблишко. Не так давно вышел мульт «Бременские разбойники», который, слава яйцам, к союз-мультфильмовской версии не имеет никакого отношения, а значит, можно его даже не пытаться смотреть. Сарик Андреасян, снявший нового Карлсона, занимается сейчас фильмом про бременских музыкантов. Был даже живое шоу «Бременские музыканты на льду» с жуткими костюмами, где героев озвучивали Дима Билан и Александр Ревва. И на фоне всего этого новые бременские вроде вполне даже ничего. Возможно, не пытались быть чересчур злободневными, но в те времена даже «Незнайка на Луне» и новые книжки про Простоквашино поясняли детишкам за 90-е. Проанализировав все 3 части бременских, можно прийти к выводу, что, несмотря на временной разрыв, сквозной сюжет довольно цельный. Пускай версия 2000 года не стала такой же культовой, как предыдущие мульты, но новые бременские однозначно интересны как минимум с исторической точки зрения. Оставить след в душе юного зрителя мультфильм тоже вполне способен. Конечно же, при этом надломив психику и исказив чувство юмора и прекрасного. Эти песни, господи, они слишком приставучие. Скажите спасибо, что я их не вставлял в видос полностью, потому что у меня сейчас ничего в голове нет, кроме «не буду лукавить» и «мне хочется править». А, впрочем, знаете что? Не мне же одному страдать. Наслаждайтесь. Не буду лукавить, мне хочется править, но не машины ржавою, а целою державою. Жми лайк так сильно, чтоб кнопка просто уничтожилась к чертям. Делись видео с друзьями и жми на колокол. Спасибо за просмотр. Пишите в комменты перезапуск, каких шедевров союз мультфильма вы бы хотели увидеть в современной действительности. Низкий поклон вам. Стану просто королевой, стану просто королевой.